Война России против Украины уже давно перешла в позиционный режим. Последний раз линия фронта заметно двигалась еще в ноябре 2022 года, когда Украина отвоевала Херсон. Летнее контрнаступление ВСУ успехов не принесло. Россия тоже почти нигде продвинуться не может. Вот разве что захватили Авдеевку недавно. Но что дальше, не очень понятно. Зато на информационном фронте начались активные бурления. Именно потому, что на поле боя успехов нет. Сегодня поговорим о том, как российская пропаганда использует вроде как и не такие уж и крупные инфоповоды, чтобы устрашать россиян и мир. И почему верить ей, конечно же, не надо. Итак, давайте посмотрим, какие темы, связанные с войной, обсуждались в российских СМИ в последнее время, как их обсуждали, и главное, как российская пропаганда вытягивала из них все, что могла. Тема первая – ядерное оружие в космосе. В середине февраля американские СМИ сообщили, что разведка США обнаружила серьезную угрозу безопасности, и что эта угроза связана с Россией. Сначала все было очень секретно. Информацию донесли только членам Конгресса, которым запретили делиться ею с прессой. И, естественно, от такой секретности все очень сильно возбудились, а журналисты принялись активно гадать, что же там такое стряслось. Республиканец Майк Тернер, глава Комитета Палаты представителей по разведке, перед секретным брифингом попытался разогнать эту тему для предвыборного пиара, чтобы обвинить Байдена. Он не объяснил, какая грозит опасность, но призвал Байдена срочно обнародовать имеющуюся информацию. В противном случае президент поставит Америку под угрозу. После самого брифинга другие конгрессмены заявили, что не очень поняли, зачем эту тему так мощно педалировали, потому что секретные брифинги от разведслужб — это вообще-то норма. Ну а через несколько дней прессе все-таки стало известно, о чем шла речь. Похоже, Россия собирается разместить ядерное оружие в космосе. Воевать в космосе — это не какая-то новая концепция. Россия и Китай уже тестировали специальные ракеты, которыми можно сбивать спутники на орбите. По данным разведки США, ядерное оружие в космосе именно для этой цели России и нужно — уничтожать спутники, а не атаковать наземные цели. Но это вовсе не повод расслабляться. Спутники очень полезны для современных армий. Они служат для быстрой и эффективной связи, а также позволяют следить за противником в любой точке мира. Так что военный смысл в космическом оружии есть. Россия, естественно, все эти обвинения отвергает. В послании Федеральному собранию Путин заявил, что, конечно же, все новости про российское ядерное оружие в космосе не более чем вбросы и уловка, чтобы втянуть Россию в некие переговоры на чужих условиях. А затем добавил, что это как раз Америка не хочет защищать космос от ядерного оружия, потому что не соглашается на российский проект договора 15-летней давности. Российские пропагандисты, конечно же, с Путиным соглашаются. Известная говорящая голова Игорь Коротченко заявил, что данные разведки США – инструмент внутреннего политического давления Белого дома на Конгресс, чтобы те выделили Украине новый пакет помощи. А замглавы российского МИДа Сергей Рябков назвал новость абсурдом. Это все, конечно, манипуляция. Ядерное оружие в космосе уже давно запрещено аж двумя международными договорами – договором о космосе и договором о частичном запрете ядерных испытаний. Оба были ратифицированы еще в СССР, а значит, Россия обязана их соблюдать как правопреемница Советского Союза. Так что любое использование ядерного оружия в космосе нарушит обещания, данные российским правительством. Впрочем, не в первый раз. Именно Россия последние 2 года угрожает всему миру ядерным оружием. Дмитрий Медведев регулярно говорит в своем канале, что чуть что Россия тут же разбомбит всю Европу. Сам Путин еще в своем обращении с объявлением войны пригрозил, что если кто-то вмешается, то ответ России будет молниеносным. А спустя пару дней приказал Шойгу привести стратегические ядерные силы в режим повышенной готовности. Поэтому совершенно неудивительно, что у Путина появились планы использовать ядерное оружие в космосе. В конце концов, это практически единственное, что он может противопоставить Западу. Совсем недавно, 13 марта, Путин снова заговорил о ядерном оружии. В интервью Дмитрию Киселеву он заявил, что Россия с технической точки зрения готова к ядерной войне. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков потом утверждал, что это не сам Путин опять про ядерное оружие начал рассуждать, а Киселев поднял эту тему. Но, естественно, мы знаем, что вопросы там были заранее подготовлены. Путин просто решил лишний раз всех припугнуть. Однако влияют такие угрозы скорее на настроение обычных людей на Западе. Естественно, любое обсуждение ядерной войны нормального человека пугает. Этим, кстати, пользуются и всяческие боты, и пророссийские аккаунты в интернете.
Они разгоняют идею, что, мол, помогать Украине нельзя никак, просто ради безопасности простых американцев и европейцев. Мол, а вдруг Путин бахнет ядеркой? Хотите сгореть в ядерном пламени? Не хотите? Вот и правильно. Поэтому давайте-ка лучше о себе позаботимся. Ну вот, лидеры стран Запада к этим угрозам относятся плюс-минус спокойно и транслируют такую позицию в паблик. Джо Байден прошлым летом говорил, что реальной ядерной угрозы нет. Путин не будет использовать ядерное оружие в Украине. Перед этим его правительство заявило, что вносить изменения в работу собственных ядерных сил, готовить новые ракеты США не будут, нет повода. Ну а в ответ на недавние слова Путина пресс-секретарь Байдена просто сказала: «Президент в курсе». И это вполне объяснимо, ведь любые угрозы работают только первые пару раз. Если же регулярно угрожать Армагеддоном, то воспринимать эти заявления всерьез не будет примерно никто. Дальше обсудим еще одну тему информационной войны. Сначала небольшое некоммерческое объявление. Посмотрите, пожалуйста. Весна началась с ряда совершенно жутких мер. Во-первых, с 1 марта вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. Во-вторых, появился тот самый закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов. Буквально на днях его подписал Путин. А еще 1 марта объявили иноагентом организацию, которая верифицировала и финансировала российские НКО. Организация называется «Нужна помощь». Это крупнейший агрегатор фондов в России. За 9 лет работы фонд привлек миллиарды рублей на благотворительность. А некоторые организации буквально существовали благодаря ежемесячным пожертвованиям, сделанным через платформу фонда. Но на этом функции «Нужна помощь» не заканчиваются. Организация оценивает прозрачность российских НКО, составляет каталог надежных, что немаловажно для тех, кто регулярно жертвует деньги. В этом списке к 1 марта было 787 организаций из 80 регионов России. «Нужна помощь» также занимается обучением сотрудников НКО. Их учат работать со СМИ, фандрайзить, помогают развивать организацию, а также предоставляют IT-инструменты для работы. За годы работы фонду удалось превратить благотворительность в простую и удобную практику. А теперь вот его объявили иностранным агентом, хотя организация не считалась политической и 3 годами ранее успешно прошла проверку Минюста. Из-за нового статуса фонда люди теперь опасаются ему донатить, хотя пожертвования иноагентам законом не запрещены никак. Прямо сейчас пожертвования резко сократились, поэтому организации теперь требуется помощь самой. Если хотите помочь российским НКО, обязательно задонатьте «Нужна помощь». Можно и с российских карт, и с зарубежных. Ссылка будет в описании. Еще одна тема информационной войны – отправка западных войск в Украину. Все началось с того, что президент Франции Эммануэль Макрон допустил такую вероятность. Точнее, Макрона спросили, возможно ли, что западные страны отправят своих солдат на территорию Украины, и тот ответил, что рассматриваются все варианты. Дело происходило во время встречи западных лидеров, где обсуждалось, как помочь Украине в войне в 2024 году. Заявление Макрона на самом деле почти никому не понравилось. Лидеры Чехии, Финляндии, Германии и других стран поспешили заявить, что никуда они своих солдат отправлять не будут. Генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже заявил, что планов отправлять своих военных на фронт у Альянса нет. В общем, Макрон навел шороху, хотя в действительности заявление его ничего не означало для хода войны. Но, естественно, российская пропаганда за его слова моментально уцепилась. Тут есть заходы аж с 2 сторон. Первое, конечно же, про то, что НАТО нападет на нас вот прямо сейчас. Смотрите, целый президент Франции заявляет, что отправит своих солдат в Украину воевать против нашей армии. Получается ровно то, о чем мы говорили все это время. Мы воюем против Запада. И это не мы напали, а они на нас нападают. Сначала манипулировали Украиной, а теперь уже готовы и собственные войска вводить. Конечно, это неправда. Отправка западных войск в Украину на самом деле совершенно непопулярна на Западе. Даже в начале вторжения, когда поддержка Украины и одобрение военной помощи были необычайно высоки, реально воевать с Россией не хотели ни политические лидеры демократических стран, ни их избиратели. Сейчас же, когда опросы показывают снижение поддержки даже поставок оружия, хотя эта поддержка все еще высока, но немножко снижается, но солдат в Украину не отправит точно никто. Тем парадоксальнее на фоне этого захода российской пропаганды выглядит второй, запущенный параллельно. Дескать, Европа устала поддерживать Украину. Мол, что раз почти всем странам не понравилось заявление Макрона и своих солдат они отправлять не хотят, то значит им вообще на Украину наплевать. На самом деле Евросоюз намерен и дальше поддерживать Украину, как делал это последние 2 года.
Совсем недавно было, наконец, одобрено выделение 50 миллиардов евро финансовой помощи для украинского бюджета. Новые пакеты оружия действительно застряли в европейской бюрократии, в том числе из-за позиции премьера Венгрии Виктора Орбана. Однако другие страны Евросоюза на Орбана давят, потому что идея российской победы в войне им совершенно не нравится. Правда в том, что желание помогать Украине по-прежнему на месте, но Европе приходится балансировать между этим желанием и своими внутренними потребностями. Ну и самая недавняя новость про немецкие ракеты «Таурус» в Украине. Маргарита Симоньян опубликовала запись телефонного разговора между немецкими генералами, в которых обсуждались поставки немецких крылатых ракет «Таурус» украинской армии. Среди прочего, генералы обсуждали потенциальные цели, по которым можно будет бить такими ракетами, и в том числе обсуждался Крымский мост. Тут стоит заметить, что запись переговоров настоящая. Это уже подтвердили в немецком правительстве. Однако она совсем не означает, что немцы реально готовят ракетные удары по Крымскому мосту. Германия – один из главных поставщиков оружия для ВСУ, и это нормально, что немецкие военачальники обсуждают потенциальные варианты будущих поставок и то, что Украина сможет с этим оружием сделать. В армиях любых стран регулярно обсуждают возможные планы столкновений. У России есть планы на войну с США, у Америки есть планы на войну вообще с любой страной, ну и в европейских странах тоже готовятся к разным сценариям. Тем не менее, для российской пропаганды слитый разговор стал настоящим подарком. В кои-то веки им удалось добыть и опубликовать настоящие, реальные переговоры западных официальных лиц, а не записывать фейковые разговоры шпионов ЦРУ. Более того, эту запись можно использовать как подтверждение, что НАТО активно противостоит России. А это отлично ложится в линию российской пропаганды. Проговорим очевидное. Интенсивность информационной войны будет зависеть от того, как будут обстоять дела на фронте. Если российская армия добьется значительных успехов, то особо напрягаться пропагандистам не придется. Можно будет снова 24/7 рассказывать, как доблестные бойцы СВО стройными рядами идут брать Харьков. Ну, то есть заниматься тем же, чем и в начале войны. Но это не особо вероятный вариант развития событий. Да, западная помощь Украине немножко затормозилась, и в некоторых местах российская армия продавливает ВСУ, но каким-то значительным прорывом пока не пахнет. Поэтому пропаганде надо будет и дальше придумывать, каким образом разжигать противостояние между Россией и Западом и убеждать в этом российского телезрителя. Еще один фактор, из-за которого активизируется информационная война, это выборы. И речь не об электоральной процедуре 17 марта. Шум вокруг нее власть, наоборот, хотела заглушить и внимание к ней не привлекать. Но в этом году пройдут также выборы в Европе, в Европейский парламент, а в США пройдут сразу несколько голосований. Будут выбирать президента, часть Сената и всю Палату представителей. Российским властям, конечно, хочется, чтобы везде победили кандидаты, которые к России настроены более лояльно. В Европе это различные ультраправые партии, которые Евросоюз не любит, Украине помогать не хотят и усиливают противостояние внутри собственных стран, короче говоря, дестабилизируют обстановку. В Америке это, конечно, республиканская партия и ее кандидат в президенты Дональд Трамп. Тут важно понимать контекст. Республиканская партия прошлых эпох при президенте Рейгане или Буше-старшем или Буше-младшем была более ястребиной. Республиканцы тогда хорошо относились к НАТО, выступали за активную внешнюю политику и распространение влияния США в мире. В эпоху же Трампа республиканцы перешли к изоляционизму. Теперь они предпочитают заниматься внутренними проблемами, вроде нелегальных мигрантов, запрета абортов и отмены прав ЛГБТ, а войны на других континентах их не интересуют. В этот курс отлично вписывается идея оставить Украину без помощи, и такое Путину, конечно, по душе. Поэтому не станет сюрпризом, если в ближайшие месяцы российская пропаганда начнет активнее работать на внешнюю публику, убеждать избирателей в странах Запада, что Украина стоит огромных денег из кармана налогоплательщиков, а Россия вообще-то молодец и стоит на стороне традиционных ценностей. Так в чем же смысл раскручивания информационной войны? Даже не в том, чтобы убедить россиян или жителей Запада, что Путин прав, Россия победит, в Украине фашисты, а на Западе геи-лобби и провокаторы. Смысл в том, чтобы замутнить информационное пространство. Пропаганда заваливает людей кучей разных версий происходящего, и тут уже не важно, насколько предлагаемые версии правдоподобны или абсурдны. Они все равно застревают в головах. В итоге разбираться во всем происходящем становится слишком сложным. Отсюда и возникает избитое «настоящей правды мы никогда не узнаем, виноваты вообще все». С такой позиции намного проще перестать интересоваться войной и политикой в целом.
Это, конечно же, на руку российским властям, которым хочется, чтобы все пребывали в апатии, занимались собственной жизнью и не вмешивались в политику и не мешали Путину вести войну. Вся эта примитивная информационная игра российской пропаганды призвана укреплять российский режим. Раньше, до вторжения в Украину и уж тем более до аннексии Крыма, власть хотела сохранить поддержку граждан при помощи экономического процветания, для которого нужны были хорошие отношения с Западом. Да, другую власть избрать мы вам не дадим, но зато живете вы хорошо. Вот сами смотрите, экономика растет, мир открыт. Даже из нефтяных доходов чуть-чуть новых поликлиник мы вам построим. Чего бухтеть? Живите спокойно и нас не трогайте. Но теперь же в стране война и мобилизация. Мир с нами дел иметь не хочет, а необходимость сохранять народную поддержку никуда не делась, хотя бы ее видимость. Для этого и нужны регулярно сочиняемые истории о том, как коварный Запад хочет великую Россию победить и на колени поставить. Не равен час нас начнут фигачить ракетами. Солдаты НАТО с боем возьмут город Конаково Тверской области. И вообще, это не мы ядерным оружием угрожаем, а нам угрожают. Ну а чтобы опасность эту нивелировать, надо сплотиться вокруг Путина, который один всех защитит. При столкновении с такого рода информационным варьете важно помнить, интенсивность пропаганды – лучший индикатор того, как хорошо идут дела у российского правительства. Если реальных успехов на фронте или в больших геополитических играх у Путина нет, в дело идет телевизор с рассказами о кознях Запада. Наша задача – на все это не покупаться. Ну, скорее всего, если вы смотрите это видео, то вы и не будете. Но не менее важно делать так, чтобы на пропагандистскую хрень не покупались другие люди, наши родные, близкие, друзья, коллеги и знакомые. Поэтому, если у вас с ними зайдет разговор на тему, как сильно Запад хочет уничтожить Россию, не игнорируйте возможность. Постарайтесь убедить их, что борьба Запада с Россией нужна как раз Путину. И именно поэтому в телевизоре так много об этом говорят. До завтра.